Привет! Я подумала, что нужно бросить себе вызов и сделать что-то эпичное, гигантское, с кучей деталей, что-то такое, что я никогда даже не пыталась сделать. И кажется, у меня получилось. Вы что, думали, я так просто покажу вам готовый арт? А нет. Перед началом этого ролика обязательно поставьте лайк, но мы откатимся немного назад к процессу создания этой работы, который, я вам обещаю, будет очень интересным. Поехали! Моя работа сразу началась в 3D в блендере, потому что именно с помощью 3D я хотела прикинуть разные варианты композиций. Это очень удобный способ, особенно когда ты хочешь быстро накидать много вариантов света и расположения объектов. Итак, с помощью примитивных объектов я сделала несколько вариантов, над которыми хотела бы продолжить работу. Я решила, что хочу изобразить боевую сцену на фабрике, где добывается мерцание. Это та самая розовая жидкость из сериала. В какой-то серии была сцена, где Вай и Джейс дрались с охраной. Как раз таки эта сцена и послужила вдохновением для моей работы. Я насобирала целую кучу референсов из сериала, да и просто фотографий и артов различных фабрик, и приступила к доработке композиции, которая понравилась мне больше всего. Получается, что у меня уже есть готовая сцена, состоящая из примитивных объектов, так называемый блокаут, и выбранный ракурс камеры, поэтому я делю экран на две части. На одной я сразу смотрю на то, как будет выглядеть картинка с точки зрения камеры, а на другой я начинаю прорабатывать сцену, делая ее более детализированной. Для этой детализации я использую всевозможные методы и способы, которые знаю. Если мне нужна какая-то обычная вещь, например, железный мост или труба, которую уже до меня, скорее всего, кто-то сделал, я стараюсь найти готовую модель на ресурсах с готовыми 3D-моделями, чтобы просто не тратить на это время. Ведь по факту это объект стандартной формы, в дизайне которого мне менять ничего не нужно. Также с помощью редактирования я могу брать какие-то конкретные куски готовых моделей и использовать их. Никто же ведь не говорил, что если ты берешь готовую модельку с трубами, ты должен использовать ее целиком по назначению. Нет, ты можешь использовать какую-то ее часть там, где это, на твой взгляд, может подойти. Если же нужных моделей нет в бесплатном доступе, я делаю их сама, не особо запариваясь над геометрией и детализацией, потому что в конечном счете я буду дорабатывать все это в фотошопе. А добавить хорошие текстуры и детализацию с помощью фотошопа мне намного проще, чем возиться с 3D. Ах да, какая эпичная сцена битвы без персонажей. И вы хотите спросить, ты что, уже научилась моделить персонажей? Нет. У Adobe есть целый бесплатный ресурс под названием Mixamo, где вы можете выбрать персонажа, задать ему анимацию, скачать и как-либо использовать. Учитывая то, что мне, например, нужна Вай, а ее модельки на Mixamo точно нет, я просто взяла первую попавшуюся девушку и использовала ее, просто потому что позже в фотошопе я дорисую ей нужную одежду и сделаю похожей на того персонажа, который мне нужен. В целом, такая же логика и с другими персонажами. А здесь их будет раз, два, да, целых 6. Почему я за это взялась? Да и вообще, вы заметили, какая у меня замечательная логика по типу «да сделай это 3D как-нибудь, криво-косо, а в фотошопе потом исправим». Ну а что, по-моему, это хорошо, что пробел в одной области я заполняю знаниями в другой. Да и тем более я не 3D художник, а 2D и в итоге делаю 2D картинку. Так что вы мне сделаете? Не, ну вы, конечно, можете поставить лайк и написать комментарий. Это точно повысит мою мотивацию заниматься 3D. К сожалению, в рамках такого ролика невозможно полностью уместить весь процесс работы, потому что вы бы просто эпилепсию словили от того, как быстро меняется картинка на экране. А ведь это только начало создания работы, потому что после рендера придется провести в фотошопе не один день. Так что дальше я просто долго и мучительно, да, поверьте, долго и мучительно пыталась довести сцену до более-менее адекватного состояния. Наложить какие-то текстуры, которые станут основой в фотошопе, и выставить источники света. По итогу у меня получилась вот такая сцена. Где там мой оффер в Ubisoft на позицию сеньор 3D-артиста? Ну ладно, я шучу, это просто основа для работы в фотошопе. Помимо выбранного мной ракурса, тут можно даже подобрать несколько других, что очень круто, но делать я их, пожалуй, не буду. И все же остановлюсь на изначальной задумке. Вот такая основа для работы в итоге получилась, а теперь перемещаемся в Photoshop. Как вы, наверное, догадались, в фотошопе я буду обкладывать свою сцену фотографиями, текстурами и очень много рисовать, чтобы привести эту картинку к ее законченному состоянию. И если вы вспомните все мои последние работы, то вряд ли вы где-то увидите проработанный интерьер, да еще и такого масштаба.
потому что я уже очень долгое время делаю именно окружение, какую-то природу, скалы, все в этом духе, а тут фабрика, да еще и внутри. Мой мозг просто взорвался, потому что эта работа оказалась для меня таким выходом из зоны комфорта, но я очень рада, что решилась на это. Самым важным при работе в фотошопе с 3D-заготовкой, как ни странно, является то, что нужно не переборщить с деталями. В хорошей работе, помимо мест с высокой детализацией, должны быть зоны отдыха, где детализация падает. Это нужно для сохранения баланса. Многие часто очень сильно нагружают работу какими-то текстурными фотографиями, объектами, делая картинку очень детальной, а потом еще и контраст с резкостью выкручивают на максимум, из-за чего весь объем просто теряется. И так не должно быть. Хоть это интерьер, мы должны чувствовать то, что это пространство объемное. И в этой работе я постоянно пыталась как-нибудь не перестараться с этой детализацией и по максимуму передать объемность пространства. Для этого поверх фоток, которые я добавляю, я начинала рисовать, чтобы немного смазать текстуру, а также добавлять дымку и стилизовать как-то под рисовку. И здесь опять же нужно не перестараться с тем, чтобы картинка в итоге не получилась чем-то мыльным и непонятным. Короче, получается такой тонкий баланс, соблюдение которого требует долгих и упорных тренировок. И с первого раза не всегда получается. Например, в этой работе мне постоянно приходилось переделывать какие-то моменты по несколько раз, чтобы их конечный вид меня устраивал. В своей работе я начала именно с заднего плана, от которого постепенно переходила к переднему, постоянно дорабатывая то, что не сделала, например, на этапе с созданием 3D-модели. Например, добавила лампы на мостик сверху. Кстати, получается, в моей работе будет 3 точки, которые должны притягивать внимание на себя. Первая — это как раз емкость с мерцанием, перед которой стоят 2 мутанта. Сама конструкция должна выглядеть как-то необычно, поэтому я добавляю сюда разные трубы, которые как щупальца расходятся в разные стороны, а также дорабатываю люки. Вторая точка внимания находится слева, где Вай будет своим кулаком отбрасывать злодея. Ну и еще один злодей будет привлекать наше внимание на переднем плане. По итогу получается такая треугольная композиция с диагональными направляющими в виде мостов, где помимо этих 3 областей будет еще несколько интересных зон, которые можно рассматривать. Капец, я запарилась с продумыванием композиции, очень надеюсь, что оно того стоило. Помимо этого нужно много внимания уделить всем объектам. Например, платформам, на которых происходит все действие в этой работе. Потому что в 3D это были просто покрытые текстурой цилиндры с прямыми углами, и смотрелось это странно. Поэтому нужно добавить реалистичности, немного искривить углы, сделать их разными и добавить какую-то детализацию на низ платформ, который уходит в туман. А еще я очень долго разделяла перила по планам, делая дальние от зрителей перила светлее, чтобы за счет этого создавался объем. Вроде это такая вещь, о которой ты сразу не задумываешься, но по итогу это очень сильно играет на восприятие картинки. Понятное дело, что в обычном интерьере не будет такого сильного деления по планам и такой просадки по контрастности, но здесь фабрика, на которой куча пыли и дыма, а значит, что дальние объекты будут уходить в эту самую дымку, и это играет на руку картинки, просто потому что с помощью дымки как раз-таки легко добавить объемности. После этого начинается мой самый любимый этап в этой работе. Ну что, год художки прошел не зря, поэтому персонажей я решила доработать рисовкой. Во-первых, там были какие-то просто человечки в противогазах, а мне нужны мутанты. Во-вторых, кроме пары доспехов, я даже не придумала, какие фотографии для этого можно использовать, а брать официальные фанарты — это плохо. Ну и в-третьих, мутанты будут очень мелкими, поэтому самое простое решение здесь — дорисовать необходимые детали, что я в принципе и постаралась сделать. Потом я, правда, поняла, что их нужно немного увеличить, потому что мутанты будут побольше обычного человека, но это в целом не составило никакой трудности. Мутант на переднем плане в итоге вообще начал смотреть в другую сторону. Нет, не потому, что я не смогла нормально нарисовать его спиной, а потому что... Ладно, я просто не смогла нормально нарисовать его спиной. Ну, бывает, мне в целом и так нравится. Потом я, конечно же, приступила к доработке Вай. Нужно было поменять одежду и прическу и сделать механическую огромную перчатку. Не скажу, что я пыталась сделать каноничную перчатку из сериала, я просто сделала то, что сделала. Ну и, конечно, нужно добавить эпика. Уф, вроде получилось. Ну а теперь работа практически выходит на финишную прямую. Здесь остается исправить какие-то косяки, например, с тем, что перила не сходились. Не спрашивайте, как это вышло, это просто инженерная недоработочка.
Также нужно доделать освещение, добавить дымку и частиц, что-то заблюрить, что-то доделать, немножко подцветокорить, и вот она, готовая работа. Вот такая работа у меня получилась по вселенной Аркейн. Кстати, у Ильи Сигачёвой тоже вышло видео про эпичный арт по вселенной Аркейн. Обязательно зацени его, я оставлю ссылку в подсказках. Я надеюсь, что у меня получилось сделать достойную работу. В любом случае, я постаралась выложиться на максимум. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Ну а на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Если ты еще до сих пор не поставил лайк, пожалуйста, сделай это. Хорошего тебе настроения и удачи. Пока! Ну и, конечно же, большое спасибо бустерам, которые поддерживают меня на бусте. Ваша поддержка очень сильно помогает мне сейчас. Спасибо вам большое.